Всем привет! Вы на канале Events Guide. Целых 2 года мы ждали фестиваль «Времена эпохи». И добро пожаловать! Олег, расскажите, что было у вас сегодня за представление здесь, на Пушкинской площади? Мы участвуем в таком мероприятии под названием «Времена и эпохи». Вот. Мы называемся Петровские ассамблеи. Вот. И мы реконструируем ту эпоху петровских реформ. Вот. И демонстрируем танцы, которые были в то время. Расскажите про танцы, которые вы сегодня исполняли. Какие были у вас сегодня танцы в репертуаре? У нас были минуэт, галоп, в основном только они. Прекрасно. Научите меня танцевать минуэт? Разумеется, да. Научимся? Так, давайте. Рука должна ваша быть сверху. Вы начинаете справа налево. Третий шаг. Выдвигается наверх. Шаг. Почему такой шаг? Просто раньше был длинный подол платьев у девушек, и для того, чтобы на него не наступить случайно, они аккуратно отодвигали его, после чего только совершали шаг. Очень интересно. Да. Хорошо. Давайте теперь генеральная репетиция. По площади походим. Давайте. Пригласите меня на танец. Принимаю. Раньше Заворожила, 3 четверти же. заворожила. 3 четверти, поэтому на 3. На 3. Считаем до 3, да. Вот. А еще в поклонах у девушек они никогда не наклоняли голову. Так. Потому что А, были я делаю вот так. Да, да. Все, я поняла. Вот так. Потому что были высокие парики, они были тяжелые. Поэтому если девушка наклоняла голову, она могла себе даже сломать шею. Вот, поэтому О, я поняла. только вот так. Да. Хорошо, давайте порепетируем еще раз, как вы меня приглашаете на танец. Хорошо. Я делаю вот так, а потом даю вам руку. Хорошо. Позвольте пригласить вас на танец. Волшебный танец. И очаровательный Олег.
шотландского горца, наемника на службе корпуса якобы Понтуса де Лагарди, французского полководца на шведской службе, воевавшего в России, взявшего в свое время Новгород. Конкретно этот костюм 20-х годов 17 века клана Макгрегор оф Перт. И по статусу это приблизительно Дунье младший, ну где-то старший лейтенант по армейской классификации. Очень интересно. А расскажите вот про локацию, которая сейчас здесь находится, что здесь представлено, какие страны, какие национальности, эпохи. В корпусе якобы Понтуса де Лагарди были наемники буквально со всей Европы, были валлонцы, пикардийцы, бретонцы, голландцы, шведы, немцы, шотландцы. Шотландцев было очень много, около 40%. И воевали, как говорится, воевали за самое святое, за деньги. Воевали за русского государя, против русского государя, за бояр, против бояр, за поляков, за шведов. Кто больше заплатит? Больше за русских. Русские платили хорошо. А куда бы вы пошли? Естественно, воевать за Россию, потому что здесь дают и чины, и деньги, и оценивается не твое дворянское происхождение, а твой боевой опыт. Благодарю. Пожалуйста. Добрый день, дети боярские. Кто из вас самый разговорчивый, хочет дать нам интервью? Давайте. Расскажите про вашу локацию. Мы представляем здесь ополчение 1612 года. Это времена Минина и Пожарского, когда уже прорвали оборону и вошли в город Москву, осадили Кремль, где сидели поляки. И здесь показан быт лагеря именно ополчения и стрельцов. То есть жили, получается, в таких палатках? В палатках. В палатке, столы. То есть это стационарный лагерь, который ставится на осаде. Очень интересные у вас образы. Ну, это довольно точное воспроизведение костюмов того времени и вооружения, потому что до нас дошло очень много источников, поэтому это довольно легко при должном интересе восстановить. Здорово, благодарю. Здравствуйте. Расскажите про вашу эпоху, которую вы сегодня представляете здесь. Мы представляем эпоху под названием «Смутное время». У нас в начале 17 века, имеется в виду в России, на территории Московского княжества, происходило смутное время, так называемой эпохой, да, в истории. Напомню быстро, там произошла польская интервенция, то есть власть после потери власти, да, в общем, вы загуглите это в интернете сами, ладно, что-то я потерялся на этом. Вот, смутное время, если коротко, одним словом. Хорошо. Да. Расскажите про ваш костюм. Про наш костюм. Очень потрясно. Да, это, в принципе, мне кажется, это костюм любого народа, любого времени, потому что это, просто у нас там... Рубаха? Сейчас на мне, да, белая рубаха, на мне холщовые просто штаны, кожаные сапоги, но вся прелесть в перье, друзья, обратите внимание, кто смотрит, значит, перья. Перья были в моде в начале 17 века, некоторое время, и это страусиные перья, и они обозначают, если человек ходит с пером, то значит он минимум очень богат.
очень богат, потому что перья тогда завозились морем в Европу. Достать их было сложно, они были в очень ограниченном количестве. Вот поэтому то, что мне досталась такая шляпка с пером, это о многом говорит. Вот. Вот так. Благодарю. Да, спасибо вам. Все смотрите. Меня Паша зовут, если что. Все. Да, Паша Миленькин фамилия. Все, спасибо. Московский исторический фестиваль – это незабываемое путешествие во времени и возможность окунуться. Благодарим вас за внимание. С вами была Валя Кавасаки и канал Events Guide. Не забудьте поставить лайк под этим видео, оставить комментарий и обязательно подписаться на наш канал. Будем ждать вас в следующих роликах и также в следующем году на фестивале «Времена и эпохи». Пока!